А вот иду такой, иду, а здесь еще одна у меня попалась грядочка. Такой хороший пучочек, да? Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня я выехал в шикарные поля для того, чтобы поискать однобочки. Все-таки недавно были дожди, плюс роса, плюс все остальное. Я надеюсь, что грибочки все-таки должны уже начаться. Время как бы прошло около недели после дождя. То есть этого времени довольно-таки много, чтобы хватило грибам вырасти. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал. А теперь пойдем и поищем грибочки. Ну что, друзья, приехал я вот в такое шикарное поле, потому что нам нужно с вами найти однобочки. Как вы видите, они здесь начинают попадаться. Первая моя находочка. Еще их называют степная вешенка. В прошлом году я, кстати, здесь их тоже собирал. Значит, можно ехать будет уже и по остальным местам проверять. Конечно же, очень радует то, что они сейчас маленькие. Это именно для мариновочки. Земля сырая. Был дождь буквально недавно в этих краях. И поэтому грибочки начали расти. Ну ладно, сейчас мы с вами прогуляемся, поищем что-нибудь. А вдруг все-таки это еще не все на сегодняшний день. А вот еще одна небольшая грядочка однобочек. Молоденькие, хорошенькие, конечно же. Это не может не радовать. Они, видать, только-только начинаются. Еще нету. Сколько их здесь бывает. Массово они еще не пошли. Но все-таки уже радостно, то, что хоть что-то уже началось. А то, что это лето было засушливое, грибов не было, собирать было нечего. А вот тут уже, знаете, посмотрите, красота. Поперли грибочки. Не густо в ведре, но уже не пусто. И вот так вот они в колючках прячутся здесь. Ничего, сейчас мы здесь по-любому что-то тайно собираем. А вот, смотрите, рядой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Вот они, красавицы. Сразу напомню, что с них можно приготовить. Да все что угодно. Можно и в супик добавить, можно насушить. Кстати, они очень хорошо, если их посушить. Потом на зиму в воду кидаешь, и они быстренько разбухают. И становятся полноценные грибочки. Очень хорошие в этом плане. Конечно же, можно их замариновать, нажарить с картошкой и много всего. Они подходят практически для всех блюд. Такие вот универсальные грибочки. А вот иду такой, иду, а здесь еще одна у меня попалась грядочка. Вот так вот. Понемножку, потихоньку я их все-таки собираю. Да, это, друзья, можно смело сказать, что это только первая однобочка, которая начинается. Будем надеяться, что не последняя. О, смотрите, уже какой хороший пучочек, да? Уже радостно становится. Так, здесь у нас еще красота какая. Симпатяшки. Да, все-таки грибы пойдут. Можно смело, кто знает, в свои грибные места с однобочками ехать и проверять. Потому что вот они. Первые уже пошли. Ну что, друзья, пройдясь пару часиков по полям, по своим местам, где я в прошлом году собирал их много, я могу сказать так. Грибы, конечно, начинаются. Но не в таких объемах и количествах. Или это только начало, или все-таки неизвестно, как оно будет. Потому что в этом году непредсказуемо. Вроде бы они начинаются, а потом раз и нет грибов. Ну, по чуть-чуть, как говорится, на сковородочку собрать можно. Вот такие вот красавчики. Размерчик, конечно, у них шикарный.
А вот, друзья, еще одна шикарная поляночка. Смотрите, сколько их тут. Конечно же, это не может не радовать. А вот еще они пошли. Прячутся, конечно, маскируются среди кустиков, среди камушков. Но высмотреть их все-таки можно. Таким вот образом я их и нахожу сегодня. Друзья, продолжаем сборы великолепных грибочков. Смотрите, какой крупненький даже уже попался. Вот это пойдет вариант. Я заезжал сюда со стороны села Дружное в Симферопольском районе. Вот. Ну, координаты, естественно, будут оставлены, как обычно, в эксклюзивных записях. Ну вот, друзья, и поляночка у нас продолжается. И здесь у нас очень даже неплохая грядочка попалась. Смотрите, какие они превосходные. Вот. Так что буквально еще 2-3 дня, и я думаю, что попрут однобочечки. Тем более земля очень сырая. Смотрите, вот они еще. Сырая, иней по утрам бывает. Так что я думаю, грибы все-таки будут. Сильно маленькие, конечно же, я оставлю. А вот такие покрупней я не буду отказываться. Ой, видите, они еще не червивые. Можно брать все подряд. Прекрасно. Это, друзья, просто прелесть. Конечно же, их можно часто встретить среди вот таких вот колючек. Желательно надевать перчатки, потому что все руки будут поколоты. Но мне неудобно в перчатках, поэтому как будет. Так, друзья, вот еще одна любопытная очень грядочка мне попалась. Смотрите, сколько их здесь тянется. Вот это да, все-таки есть интересные такие поляночки. Можно их повстречать. Ой, какие они, смотрите, светленькие и красивые. Так, пойдет, ребятки. Вот еще у нас просто красотища. Да, уже и большие попадаются. Вот бы сейчас бы дождик бы прошел. Вот это бы был урожай. Если они уже начинаются, то сейчас нужен просто срочно дождик. Ну и вот так вот здесь такая небольшая грядочка. Еще плюс к тому, что у меня есть. Друзья, посмотрите только, сколько здесь малышей. Понятное дело, что они все чистенькие, но и не только. Ай, вы посмотрите, я их нашел, стоя на них. Нашел. Кстати, растут они в частых случаях рядочками. Но не всегда. Потому что когда они только начинаются, очень часто они попадаются и по одному. А сегодня прям несколько рядочков таких хороших я нашел. Вот как этот. Так что сегодня, я думаю, у меня будет и на поджарочку, и даже пару баночек замариновать. Потому что вот такой размерчик, он даже немножко уварится. И будет то, что нам нужно. Как говорится, запас на зиму. Ребятушки, нашел здесь еще парочку. А взглянул чуть выше, а здесь густота грибочков. Вон какая шикарная. Еще одна грядочка. Ну, в ведре, понятное дело, уже добавляется. А вот они еще. Так что я сегодня доволен сбором. А вот, друзья, и мой сегодняшний улов. Вот такое вот шикарное ведро однобочки, можно сказать, полное. Я насобирал. Вся молоденькая, обалденная и красивая. Вот такой вот у меня сегодня результат.
Ну что, друзья, не сильно их и много, конечно, но все-таки ведро грибов я умудрился насобирать. Грибы все-таки начинаются, и это хороший показатель. Нам на днях обещают опять дожди будут, большие, небольшие, но этого вообще будет отлично, если даже хотя бы чуть-чуть поморосит. Земля все-таки мокрая, благодаря России и всему остальному. Так что, друзья, кто не подписался, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем полных корзин, добра и мира. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!